Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Чего вы не ожидаете в апреле? Что уйдет из вашей жизни, а что придет взамен? Апрель несет важные перемены, и в этом раскладе мы с вами посмотрим, что завершает свой путь, что приходит, может быть, внезапно, что нового идет в вашу жизнь в апреле месяце, и, возможно, это то, о чем вы не предполагаете. И на картах старинного цыганского пасьянса мы смотрим события. В первую очередь о событиях нам рассказывают карты и показывают буквально сразу, которые произойдут с вами в апреле месяце. Но пока вы не предполагаете, возможно, и не догадываетесь, это от вас скрыто, что произойдет в жизни в апреле месяце. С чем эти события будут связаны. Ну или с кем, такое тоже могу допустить. Смотрю я, смотрите и вы. О чем поведают карты пасьянса. Никогда не знаю, что совпадет. И правда, пока не вижу совпадений. Когда вот сразу совпадения не появляются, спокойное течение жизни. Поэтому для кого-то из вас начало апреля, первое, может быть, где-то неделя, она может выдаться относительно спокойной. Но это все условно, конечно. Смотрите, закрытый путь. А ведь, правда, вы тут что-то завершаете. Я не исключаю, что вы с чем-то определяетесь. Есть, возможно, какая-то важная тема. У кого-то она, посмотрите, выпадает конверт с сургучной печатью, поэтому это часто свидетельствует о документах. Документ, сертификат, какое-то соглашение, может быть, контракт, брачный у кого-то контракт, у кого-то контракт, который касается работы. Кто-то меняет работу, да, были или должность, на одной должности переходите на другую, понятное подписание документа. Но здесь это может быть также связано, допустим, с людьми, которые вот в вашем круге присутствуют, или ваше, пусть и далекое окружение, но каким-то образом те события, которые происходят в жизни людей, могут оказывать влияние на вас также. У нас такой период с вами. Ну, давайте пойдем дальше. И я должна сказать, что для кого-то из вас это, знаете, как что-то довести до ума. У кого-то может быть, смотрите, перемены, которые связаны с вашим домом. Вполне вероятно, этот документ может касаться именно дома. А что тут еще нам расскажут? Деньги. Получение денег или, знаете, тут может быть как пересмотр по финансам. Раньше приходили деньги из одного источника, а тут может быть из другого или из нескольких. У нас период очень подходящий для этого. Подходящий период именно что-то изучать или как себя перестраивать, может быть, на новый лад. Вполне вероятно, кто-то получит эту бумагу или какое-то заключите, может быть, соглашение, договор, после которого перед вами вот один путь закрывается, знаете, как мудрые слова, когда у нас одна дверь счастья закрывается, на смену ей открывается другая дверь, но мы часто этого не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. Благополучие. Очень мощный символ голубь, потому что когда выпадает это значение в картах пасьянса, смело можно сказать: иди, дорогой, у тебя все хорошо. Даже если поначалу что-то, вот понимаете, пробуксовывает или, ну, не так складывается, как мы хотим или хотели. Пусть оно даже вот, мы ведь можем в силу привычки думать: не, вот это вот я буду за это держаться, потому что, ну, мне это дорого, любимо, например, почему нет? А вот судьба, она подталкивает нас пересмотреть снова и снова, может быть, многократно, что нужно удерживать, а что уже пора давно отпустить. Может быть, мы привыкли, а это для нас как, ну, какой-то балласт. И тут у вас, посмотрите, наверное, вторая половина месяца, когда может даже вначале казаться, ничего не меняется. А вот развитие событий могут как раз начинаться где-то поотдаль. Или, может быть, ну вот не буквально первые числа. Мало того, что благополучие, у вас еще и совпадает корона. И корона – это могут быть контакты с сильными мира сего. Или с людьми, которые наделены властью. Может быть, это построение карьеры, больше контактов с руководителем, руководителем руководителя тоже. Но это ведь ваша власть, это ваша корона, мои дорогие весы. Поэтому для вас в данном случае это как раскрыть свои таланты. Или что-то сделать очень знаково хорошее для себя. И при этом
не соскользнуть в ту договоренность, которая для вас оказалась бы каким-то минусом. Власть и деньги, мои дорогие, по сути дела, так складывают для вас благополучие. И вопросы дома. Может быть, это придется буквально. Но знаете, как наш пасьянс для кого-то может проиграться так. Рутина затянула. Уже самому хочется или самой, как на амбарный замок повесить или закрыть дверь, да, и уже к чему-то не возвращаться. И я могу сказать, что энергии этого месяца, они как раз такие будут. Смотрите, что может быть еще. Мы говорим благополучие, но деньги и у вас еще совпадает. Ну, я уже не буду сопоставлять, но если мы перевернем карты, у вас совпадает нож. Но здесь именно как бы в одном квадрате, а оказывается это все. Поэтому у кого-то может быть денежный спор. Может быть, этот денежный спор касается домашней какой-то истории. Может быть, это вам придется отстаивать. Но вы не согласны тратить вот тем образом, который, может быть, требуют ваши домочадцы. Или когда это спор по каким-то выплатам, может быть, как раз вот за этой бумагой, документом, ну, как вам нужно решить имущественный какой-то спор. Все-таки мы все разные. Может быть, это буквально у кого-то вопросы, которые касаются и имущества, и дома, и это где-то даже доходит до разбирательств. И вот, скорее всего, важную бумагу или документ вы получите. Вы можете даже ждать какое-то время, для себя такое, ну, может быть, как дедлайн установить, если вы понимаете, что, ну, уже вот-вот ваш вопрос будет со дня на день решен. И вот этот закрытый путь, кто-то скажет, пока не получу документ, ничего делать не буду. Дождусь как какой-то важной вехи или важного решения. Мы все разные. Такое тоже могу допустить. Но, тем не менее, какой-то вот, какая-то перезагрузка, она присутствует в вашей жизни. Смотрю, что у вас еще совпало, поскольку в нашем пасьянсе значения в крайних рядах по горизонтали и по вертикали мы можем складывать. У вас выпадает якорь, надежность. Поэтому получается вот ваша надежность. Но кто-то пересмотрит, может быть, я тут вижу. Вас может не устраивать, например. Ну, может быть, это не всех касается, но, к примеру, допустим, какую-то денежку вы получили, да, вот ваш именно доход. И уже есть какие-то персоны, которые, если вы кому-то помогали, то кто-то уже может рассчитывать, да, вот эту шкуру неубитого медведя, и вовсе как бы это к нему не относится, но вот может где-то настойчиво вас склонять к какой-то помощи или, ну вот, к своему видению, например, да, что вот нужно купить это, а не другое, или купить сейчас, а не потом. Ну вот я вижу тут какие-то прения могут быть, но это ведь у вас благополучие и корона. Поэтому тут нужно, видимо, вашу дипломатию по максимуму, но в пользу самим себе употребить. Договариваться, скорее всего, придется, или какое-то соломоново решение в апреле вам принимать. Ладно, не вижу больше совпадений, мои дорогие весы. Ну, давайте с вами на колоде Таро. У нас сегодня колода Чаромаркете. Вот мы с вами узнаем, так что же завершится? Или от чего вы откажетесь сами? Одним словом, что уйдет? Что уходит из вашей жизни? Что завершается? Чему закрытый путь? Королева мечей. А это вы сами тут устанавливаете, как вы не будете поступать, кому вы двери не откроете, кому вы готовы сказать прощай или от каких отношений отказаться. Здесь нужно быть аккуратному с информацией, но ведь это прообраз Юдифи, часто говорю, отрезала так отрезала. Может быть, идет такая подсказка. Вы можете что-то завершить, причем, знаете, так, или сказать кому-то нет, и это как окончательное решение. Обсуждению не подлежит, пересмотру не подлежит, обратному как будто возврату тоже. У кого-то это будет касаться взаимоотношений, каких-то контактов. Может быть, и есть конкретный человек, ну, правда, тут вот тем более две королевы. У кого-то это будут вопросы, которые действительно с личной жизнью связаны. Иногда по королеве Пентакли проходят наши близкие.
Ну, не важно даже, да, как человек принадлежит гороскопу, какому знаку зодиака. Обычно по этому человеку мы можем сказать, что человек надежный. Может быть, это как какой-то труд. Может быть, история партнерских отношений, тем не менее, мы все разные, опять же, повторяюсь. Раньше, да, это была какая-то надежность, а теперь есть какое-то несогласие. Мои дорогие, что еще завершается? Когда две королевы и больше, сплетни. Может быть, есть конкретный человек, который вот именно разносит какие-то не ту информацию, не те сведения, и вы каким-то образом вычислите. Может быть, была какая-то между вами прежде и достаточно такая надежная дружба, а теперь складывается именно так, вот я не исключаю, были контакты, партнерства, но тем не менее, может быть, у человека изменились планы, и он уходит. Вы знаете, вам может не нравиться, когда кто-то поступает вот именно так, как он, ну, по своему видению, по тому, как он конкретный человек, не обязательно, что королева это будет женщина. Это может и мужчина быть. Но вот как будто прежде была дружба, да? А сейчас как будто человек идет своей дорогой. Или у него свои планы, карта победителя. Вполне вероятно, это у человека в чем-то победа. Вот смотрите, что уходит. У кого-то из вас, пусть не у всех. Я сказала, вы сами можете отрезать. Вы можете отказаться даже от тех отношений, которые прежде вы как победу какую-то выстраивали или что-то планировали. А потом или в течение апреля вы захотите закрыться, свести к нулю какие-то отношения. Но для кого-то из вас это именно может быть и решение человека. Решение человека может быть это не значит, что конфронтация, нет. Но либо человек постепенно от вас отдаляется по каким-то причинам, и вы понимаете, что у него изменились планы. Может быть, и у вас изменились планы, но уже какой-то закрытый путь. Вот уже вы и сами можете, вот как с учетом прообраза Юдифи, сказать себе «нет, вот так я не хочу». Кто-то из вас, мои дорогие весы, скажет следующим образом, или вот будет по-моему, или по-другому никак не будет. Вот я этого тоже не исключаю. А что это такое, что уходит? У кого-то смена партнеров, именно по личной жизни. Все равно это ситуация выбора, старший аркан влюбленная. Здесь могут идти быть отношения, которые долгое время на паузе. Обратите внимание, Чаро Маркетти прорисовал девушка, она такая реальная, хочется сказать, теплая, живая. А спутник ее – это образ, его нет в реальной жизни. Это она в воспоминаниях, как когда-то было вместе хорошо. Может быть, это вот действительно какая-то история, которая касается личной жизни. Возможно, у кого-то меня смотрят люди из разных стран. Ситуация, которая будет говорить о том, что вы знаете, что этот человек не придет. И тогда что уходит? Уходит уже вот рационально, как ожидание долгое. Или когда были какие-то надежды. Потому что вы тут явно получите либо какой-то документ, мы можем сказать, шестерка жезлов. Может быть, вы искали этот документ или сведения о человеке искали, то вы здесь это найдете. Вот какая-то путаница у вас, которая связана с конкретной персоной. Она завершается. Давайте узнаем, а что внезапно, что неожиданно для вас, весы, что удивит вас, что внезапно, что неожиданно. Ну, свято место пусто не бывает, наверное, потому что рыцарь кубков говорит неожиданно. Это новое знакомство может быть. Неожиданно какой-то человек будет вам оказывать либо знаки внимания, либо вас самих кто-то заинтересует. Это может быть как новое дело. Иногда по этой карте идет вдохновение. Но это может быть и встреча. Для кого-то из вас радостная новость, пусть даже устная, которая может свидетельствовать о том, что, к примеру, деньги. Или когда вы сможете решить финансовый вопрос. У кого-то благополучно, может быть, вам и придется что-то переиграть. Вот мы говорили, что это может быть связано либо с человеком, либо конкретно с домом, либо с кем-то из близких. Ну, хотя тут у нас и корона, и благополучие, как голубь. Это может быть какая-то ситуация и по работе. Тут, понимаете, тут действительно одна
Дверь закрывается, но на смену ей открывается другая дверь. И то, что раньше нас эмоционально цепляло и удерживало, постоянно держало либо на каком-то выборе, или, как знаете, в заложниках воспоминаний. Тех добрых воспоминаний, которые когда-то были по отношениям. Но тут мы окончательно понимаем, что нам самим уже нужно действовать, потому что мы несколько подзастряли. В любом случае, вот у кого-то из вас какая-то пауза, а девятка жезлов – это наше в чем-то бездействие, потому что надежды, образы питают нас, и кажется, ну вот завтра вернется. Вот, видимо, образов уже не будет. То есть вы понимаете образ образом, а реальность она другая. И тогда на смену этому может быть как раз внезапно какая-то новая ситуация по работе сложится. Или как возможность дополнительного заработка. Два рыцаря. Рыцарь всегда действие. Поэтому один рыцарь лояльный. Вы можете оказаться словно между двух огней. Когда с одной стороны, ну как, ваш адрес более добрые эмоции, или кто-то вас готов поддерживать, а кто-то с вами готов спорить. Бунтарь без причины, мои дорогие. Кто-то вас из людей может удивить, ну, своим поведением таким, знаете, может быть и безрассудочным. Ого, карта императрица. Здесь вы и сами себя можете удивить. Для кого-то из вас это может быть важная женщина в вашей жизни. Мои дорогие мужчины, мои дорогие девочки, это ваша собственная ресурсность. А вот для девочек я бы сказала так точно. Императрица и десятка пентаклей, вопросы дома вас могут удивить. Может быть, вы документ по части дома получаете. Или какие-то важные вопросы, ну, о планируемом переезде решаются. Может быть, вы даже в одно место не едете, а поедете совершенно в другое. Или будете это планировать. Или вообще прежде даже не задумывались об этом. А тут так вот именно складываются ситуации. Потому что императрица – это ведь всегда карта того человека, кто максимально сейчас ресурсен. Имеет в своих руках как и вот это благополучие или денежный какой-то эквивалент. И тут нужно обязательно употребить на благо себе. А вокруг есть желающие, по крайней мере, вас это может удивить. Ну, правда, удивить. Ну, вот тут надо по справедливости какую-то решать ситуацию. Здесь может быть и такая история, когда вы, мои дорогие, прежде сделали что-то хорошо. Пусть это один нюанс. Вы ему даже не придали значения. Может быть, это вы правильный выбор когда-то сделали. И теперь вы понимаете, вот у вас будет неожиданно продолжение какой-то истории, когда нам ведь это всегда причина и следствие, опять же баланс, когда вы понимаете, что вот это что-то из прошлого, как ваше решение, или как то, что вы уже когда-то осуществляли, теперь приносит плоды, или вам это помогает. Тут может быть и конкретный человек, который вам готов прийти на помощь, которому, возможно, вы когда-то помогали, или как Вселенная, пусть руками других людей, в виде стечения обстоятельств или встречи с каким-то важным человеком. Два старших аркана. Тут как императрицы, пространство, Вселенная воздает все то, что, может быть, прежде ей причиталось. Вот вполне вероятно. Но, скорее всего, вот этот баланс придется держать. Для кого-то из вас есть возможность уладить, когда и овцы целы, и волки сыты, может быть, конкретный вопрос, который решается в суде. Это как медиаторство. Ну, найти, по крайней мере, что-то как среднеарифметическое, достичь какого-то компромисса, и это вас удивит. И, может быть, есть конкретный человек, как императрица, может быть, это грамотный специалист, который умеет разрулить какой-то вопрос. Но я тут больше вижу, это для вас какая-то поддержка, содействие, но и самому же не плашать. Что будет внезапно? Новость какая-то, опять же, вот новость вы точно получаете. То жезлов делит нашу жизнь на период до и после. Ну вот если, наверное, до, то что завершается, давайте узнаем. А что же будет после? Что придет взамен? О чем вы пока не догадываетесь. Но это скоро случится, скоро произойдет в апреле месяце. Что нового идет в вашу жизнь, весы? Изобилие, процветание, у кого-то работа на дому, возможность как таковая заработать деньги.
Может быть, у нас показан ремесленник, то есть тот человек, ну тут хозяин таверны, который работает сам на себя. Для кого-то дополнительный доход, для кого-то само по себе получение денег, может быть, которые задерживались как какой-то гонорар. Что нового? Какая-то мысль, может быть, высказанная у кого-то даже детьми, или какая-то новость, которая может поначалу казаться колючей, но несколько она будет на вас воздействовать, чтобы вы, как перезагрузку, сменили свои планы, сменили свою тактику. Как сменить пластинку, мои дорогие. Точно, вам нельзя действовать как прежде, потому что вы, как знаете, вы как на ладони для кого-то. Вас можно и просчитать, вас можно как бы и продумать уже, и где-то знать к вам тонкий подход. А здесь вот нужно будет, с одной стороны, договариваться, но с плюсами для себя. Посмотрите, завершается какое-то ожидание, что нового придет в вашу жизнь. Вот прежний период для кого-то из вас, правда, был связан с надеждами. Вернется человек, или появится, или объявится. Воспоминания, которые когда-то было хорошо, почему же сейчас? Словно недостаток взаимопонимания, нет какого-то контакта, нет, может быть, помощи, может быть, ожидание затянулось. Но вот, наконец, мы понимаем, что нас ведь ничто не держит. Мы сами себе создали какие-то условности, словно вот этот визуализируемый забор. Девушка смотрит вглубь себя, она не видит, что ее ничто не держит. Тут какие-то, знаете, даже ограничения, которые мы установили сами себе. Конечно, семерка мечей призывает к вниманию и осторожности, карта вора. Ну, нигде не прописано, но так говорят. Здесь нельзя что-то прошляпить. Конечно, по этой карте еще идет и другое значение – забрать свое. И может быть какой-то сложный суд или какие-то сложные отношения, выяснение отношений. Но здесь вот нужно будет проявить гибкость, это точно, или в решении какого-то вопроса. Но вот я тут вижу все-таки финансы, может быть и вопросы дома, или взаимодействие с домочадцами, с родственниками – тут могут быть и лица, которые, ну, просто где-то как партнеры, да, но может быть у кого-то партнерство, которое родственное партнерство. И здесь вот все равно. Почему-то ваш адрес не все так откровенно ясно. Посмотрите, вы тоже можете даже какую-то многоходовочку или какой-то очень сложный вариант. Все же выпадает карта мир. Я надеюсь, что вокруг будет мир в апреле. По крайней мере, я умом, конечно, понимаю, что одного месяца для этого будет недостаточно, но искренне надеюсь, что тенденции будут таковы, что, ну, условно, пространство, Вселенная, назовем это так, будет воздействовать или создавать такие условия или ситуации, когда к договоренностям будут больше относиться с вниманием или стремиться к этому. Поэтому даже какой-то сложный вопрос, который вот и казался, у кого-то, может быть, касался точнее, и нечестности, или, может быть, какой-то двойственной такой запутанной истории, где и правда, и ложь все-таки они присутствовали. Но вот теперь вы можете уже сказать себе самим правду и одновременно все-таки вот этот конечный итог получить. Карта «Мир». Давайте мы достанем совет для весов на апрель. Умеренность. Ну, наверное, все упирается в баланс, так и хочется сказать. Несколько карт, которые, как вот и аркан влюбленные, да, это всегда двойственность. И сепарация только иллюзия, нам говорят. Значит, пусть в каком-то контексте, на какой-то малый процент, что-то все равно будет продолжаться. Но вот этот компромисс нам придется принимать. Опять же, тут нам говорит аркан справедливости. У кого-то, как я говорила, что-то решается в инстанциях. Может быть, это намного серьезнее, чем просто межличностные отношения. Когда еще документы и закон присутствуют. Опять же, баланс и выбор, мои дорогие. И аркан умеренности у нас выпадает как совет. И еще такой момент. Я не останавливаюсь на этом историческом факте, но все же по аркану умеренности это не есть из пустое в порожнее. Это не есть какая-то пауза. Это, знаете, хладнокровие наше, ваше, мои дорогие весы. И знаете, вот такое трезвое суждение о чем-то. То есть ни разу не про эмоции. Тут придется держать себя
Ну, где-то в определенных рациональных, в первую очередь, рамках, потому что у вас в течение апреля месяца сложится обязательно, но у каждого в своей области, сфере жизни, такая ситуация, когда вам как что-то идет в руки, или какая-то оказия, или, знаете, пусть это даже не было бы счастья, но несчастье помогло. Это какая-то метаморфоза, удобный момент, когда вам нужно этим будет воспользоваться. Не упустите, ведь это старший аркан. И умеренность, она именно умеренность в нашем восприятии, чтобы не было, вот знаете, какого-то такого эмоционального всплеска, как и чересчур доверие, так и наоборот, чересчур неприятие. Все рационально, все может быть холодно, где-то жестко, но это имеет для вас смысл. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, благодарю вас за вашу помощь и поддержку, за ваши добрые искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, ссылки на свой сайт я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.